на Марию Петровну напал злодей, схватил ее, потащил ее в гаражи, но Мария Петровна отбилась от него сумкой и ударила шпилькой и в таком духе. Вот, а потом я рассказываю, типа, Мария Петровна, конечно, молодец, но в данном случае я поступил по-другому, я бы сделал вот так и вот так. Не помните? Друзья, всем привет, с вами на связи. Я Макс Степанов, тренер по самообороне, по боевым единоборствам, всем мордобойным делам. Варслеер, а вы кто и откуда? Я Макс Степанов, тренер по самообороне, по боевым единоборствам. А также я автор книг по самообороне. Достаточно старинный. Возможно, вы меня даже не знаете. Я не знаю, сколько вам лет. Вот, мне уже 48 лет. И когда я занимался этим, да, я эксперт на Первом канале. Возможно, вы меня вспомните, или, я не знаю, ваши знакомые, ваши родители. На Первом канале была такая рубрика «Самооборона». Передача «Доброе утро». В эфире наша рубрика «Самооборона». Готовили себе кофе, жарили яичницу. Я в это время на Первом канале рассказывал про разные истории, которые случились в веселой Российской Федерации. Там типа... Нет, это вовсе не шутка. Вы посмотрите нашу рубрику «Самооборона» и все поймете. Показываю, как действовать в подобной ситуации. Руками держите сумку. Да, женщина действовала грамотно. Все-таки советую Марии и всем гражданам дружить с соседями. Интересно то, что Вера действовала спонтанно, но грамотно. Не смотрите ей в глаза. Отвернитесь от нее и смотрите в другую сторону. Женщина использовала ложку как орудие самообороны. Напомню всем зрителям, не доверять незнакомым людям. Мужчина здесь действовал очень грамотно. Наталья поступила верно, потому что привлекла внимание окружающих. Владимир сильно рисковал, когда начал защищаться, не устранив реальную угрозу. Этой женщине крупно повезло. Мой вам совет. Никогда не меняйте деньги незнакомым людям. К сожалению, такие ситуации не редкость. Хорошо, когда есть чем отбиться. Это редкий удачный случай, когда Ольга сумела не только сохранить свой телефон, но и сама при этом не пострадала. Эта женщина проявила смекалку. Кира интуитивно почувствовала опасность и даже нашла подручное оружие самообороны. Галина молодец. Она действовала как настоящая хищница. Действительно, насильнику лишний шум и привлечение внимания ни к чему. Это был достаточно рискованный поступок. Возьмем ситуацию, когда нападающий душит вас сбоку. Не поворачивайтесь спиной к незнакомцу. Вот это я, Макс Степанов. Вот с меня началась эта рубрика, потом пришел туда уже там другой человек, то мне надоело, я перестал этим заниматься давно. В принципе, на всех телеканалах я был, так что вот так. Варслайер, да, пишет, продолжает. Я тоже интересуюсь самообороной, занимался кикбоксом. Вы преподаете как тренер где-то. Значит, смотрите, я сейчас живу в Братиславе уже год. То есть я уехал из России, я уехал из Москвы. Вот и я преподаю здесь. Я провожу тренировки групповые, персональные. И сейчас я сконцентрировался на тренировках только на улице. То есть уличная самооборона в уличных условиях. Благо, что здесь климат, погода позволяют. Это не Москва, конечно. По большей части солнце, солнечные дни. Не так холодно. Зима здесь тоже, конечно, бывает, но она здесь бывает, ну, месяц, ну, два. Температура максимально, минимальная, да, там, минус 10, минус 15 градусов. Допустим, в этом году снег был, ну, 2 раза выпал снег, и то ненадолго. Так что здесь я занимаюсь только на улице. Дальше, у меня группа здесь, я тренирую подростков по выходным. Вот сейчас, кстати, туда пойду. А в будние дни, утром, днем, вечером, милости просим ко мне на персональные тренировки. Можно договориться в любом удобном для вас месте. Сегодня я потренировал в саду Янка Краля, у меня было 2 занятия. Сейчас я буду двигаться в парк Яма, там я тренирую и группу, и там же персональные занятия. Потом у меня есть ребята, которые занимаются, ну, не знаю, прямо во дворе, на спортивных площадках. То есть куда приглашают, туда я приезжаю, и мы тренируемся непосредственно в том месте, какое есть. Поэтому мне такой уличный протест, некий вызов всяким разным. Сейчас сентябрь, немножко похолодало, но с другой стороны я рад, уже не так жарко. Температура сейчас самая комфортная для тренировочки. Так, примерно 16-20 градусов туда-сюда. Очень классно. Вот опять же, блин, спортивная индустрия придумала столько разного интересного из одежды. Там и шапочки, всякие разные фетровые, там фланелевые, флисовые и так далее. Рукавички, шарфики, там поддевочки, штормовочки, ветровочки, блин. Короче говоря, толстовочки. Все есть, все есть. Ходи, занимайся на улицу. Поэтому сейчас я занимаюсь именно пропагандой уличного образа жизни и уличной тренировки, уличной самообороны. К тому же витамин D мы, ребята, можем получить только находясь на свежем воздухе. Кондиционер опять же не нужен, да? Свежий воздух, закалка, тренировка. Кто такой, я ответил, да, примерно?
И откуда? По образованию я тоже тренер, кстати говоря. Да, многие спрашивают тоже, типа, ну а что он там тренирует, он вообще что-то из себя представляет, не представляет. Я, ребята, тренер. Я закончил Московскую государственную академию физкультуры и спорта. По специальности тренер-преподаватель по боевым единоборствам. Была такая там кафедра, да, у нас гимнастики. И вот на этой кафедре открыли специализацию боевые единоборства. Мало того, я еще потом поступил в аспирантуру Российского государственного университета физкультуры и спорта в Москве на Сиреневом бульваре. Ну, это такой самый известный, да. И там я еще отучился 3 года в аспирантуре. То есть практически я там стал кандидатом наук, если бы я закончил свою диссертацию, ну и защитил бы ее. Я уже начал это писать и практически закончил. Но потом решил заняться непосредственно практической деятельностью, полезной для гражданского населения. Я стал заниматься курсами самообороны. То есть я стал преподавать для гражданских людей, для мужчин, для женщин, не военных, не спортивных, а именно вот там за 3-4 месяца стал давать азы, основы самообороны. Вот. Там у меня появился сайт самооборона.орг. Он и сейчас еще есть. Вы, кстати, можете зайти на сайт самооборона.орг и почитать про меня, про мою деятельность, там, какие у меня книги есть, какие у меня есть видеокурсы, вообще чем я занимаюсь и сколько я уже занимаюсь. Занимаюсь им уже очень давно. То есть сейчас мне 48, да, стал я заниматься тренерской деятельностью с 17 лет. 17 лет. Ну, тогда я карате преподавал. Так что вот посчитайте. Это моя профессиональная деятельность. Поэтому, когда меня спрашивают, а чем вы еще занимаетесь, я ничем больше не занимаюсь. То есть я тренирую персонально, тренирую группы и пишу статьи, пишу книги, делаю видео на эту тематику. То есть я делаю все для того, чтобы пропагандировать, агитировать, обучать, освещать, все, что с этим связано. И смотрю на все через призму защиты, безопасности, а это очень широкие такие философские темы. Поэтому иногда я называю себя тренером-философом, тренером-мыслителем. Потому что если так задумываться, то мне кажется, это очень полезно. А зачем это? А почему? А какой в этом смысл? Почему это делается именно так, а не как-то по-другому? Все это очень важно. А вообще, откуда угроза берется? Что такое добро? Что такое зло? А можно ли защищаться, я не знаю, там, нападать первым? Да, это превентивная самооборона. Философский вопрос, да? Типа, а можно ли отвечать, называется, непротивление злу насилием, да? А можно ли насилием отвечать на зло? Вот такие разные темы интересные, да? А можно ли, или даже нужно ли убить нападающего преступника? Как это с точки зрения морали, тоже интересный вопрос, да? Вот об этом я обо всем размышляю. Как на это влияет среда, как на это влияет политика той страны, в которой вы родились, что такое права человека, что такое ценности, да, мировоззренческие. Потому что все это так или иначе связано с самообороной. Потому что, допустим, спортивные единоборства, они мало связаны с самообороной. Ну, разве что техникой. Техника, там, стойка, да. Но с самообороной они никак не связаны, потому что там они преследуются совершенно другие цели, понимаете, там гордыня, тщеславие, азарт, кураж, мы победили, вот это все. Вот в самообороне этого нету, в самообороне все-таки цели это не доказать, что ты самый сильный, а чисто прагматические цели. Типа я вот иду этой дорогой, мне мешают по этой дороге пройти каким-то образом. И у меня есть разные варианты, я не обязательно должен идти напролом, там, да, пытаясь всех растолкать, там, и избить. Я могу обойти стороной, да, как-то отвлечь или привлечь какое-то там к себе внимание и помощь у других людей. Это я про себя очень кратко рассказал, наверное, да? Марслайер, спасибо огромное за вопрос. Так, ребят, меня нет, все. Занимайтесь своим делом. А его нет. Конечно. Все, что надо, все вырежем. Наклонь, то же самое. Плечи расслабили. Плечики расслабили. Хорошо, ручки подержали.
Как говорили древнеиндийские мудрецы и были совершенно правы. Первое правило при встрече с преступником – без паники. А там, глядишь, и спасительная мысль появится. В эфире наша рубрика «Самооборона».